Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Стою уже прямо у края обрыва, и буквально 30-20 метров меня отделяет от каменного дома. Этот маршрут самый короткий, можно было бы идти вокруг, тогда расстояние увеличилось бы раза в 4-5. Ну а здесь относительно под горку, плюс у меня, как вы видите, материалы с собой, доски, которые я хочу сегодня использовать. Ну а для того, чтобы безопасно спуститься к каменному дому, я сейчас привяжу где-нибудь там веревку за дерево. Доски, наверное, просто вниз отправлю, они сами покатятся, полетят. Ну и, соответственно, я буду держать за веревку, спускаться. А уже потом, уходя домой, я за эту веревку поднимусь наверх, отвяжу ее и заберу. Ой. Погодка отличная. Минус 7 где-то. Но, тем не менее, как вы видите, я вот в такой вот шапке-ушанке. Для тех, кто в курсе, кто подписан на мой телеграм-канал, знает, да, что я лежал в больнице 10 дней. Еще дней 10, наверное, болел дома. Ну, в итоге говоря, я сейчас нахожусь в стадии реабилитации, да, и, соответственно, максимально берегусь. И даже сегодня ночевать не планирую здесь. То есть такой щадящий режим у меня пока что. Ну, я думаю, вам это не интересно. Желаю вам приятного просмотра. Садитесь поудобнее, наливайте себе чай, кофе, напитки покрепче, может быть, уже Новый год скоро. Нарезайте бутерброды и приятного просмотра. Погнали! Спустился. О. Ну что, наконец-то я добрался до каменного дома. Фу. Это было нелегко, и поэтому было бы вдвойне приятнее, если бы, зайдя внутрь, я увидел все в целости и сохранности. Ну и самое главное, чтобы было все в порядке с печкой. Ой. Пойдемте посмотрим, что там внутри. О, градусник.
Хорошо. Теплее, чем на улице. Смотрю, все в порядке. Как все и было. Единственную печку немножко кто-то доделал. И этот кто-то Андрей, который следил за каменным домом, в котором был походный оптимист и многие другие блогеры. Дело в том, что мы с Сергеем потом через 2 или 3 дня трубу вот эту вот забирали отсюда, печную. И я хотел приехать и кирпичом выложить печь до крыши и уже вывести наружу. Но Андрей пришел, не увидел здесь трубу, и в итоге вышел из положения, как раз таки сделав то, что я и хотел сделать. Единственное, я хотел все сделать, ну, так красиво, материалом вот этим вот печным раствором замазать все щели. Ну, а он вышел из положения с помощью фольги, чтобы как-то не дымить, и чтобы можно было здесь заночевать. Давайте посмотрим, кто здесь вообще был. И был ли кто-нибудь еще. Ого, слушайте, а тут еще кто-то был. 26 августа, да, это я зачитывал, а вот 20 октября, вот это я не зачитывал запись. Всем привет, мы, Ольга и Александр, живем рядом в поселке Атродопад. Знаем этот домик не один раз. Состояние его в этом году было ужасное, все обрушилось. Потолок упал, печь завалилась, дверь не закрывалась. Сегодня, гуляя по берегу, глазам своим не поверили. Стоит новый домик, уютный, добротный. Хочется тоже что-нибудь сделать хорошее. Например, сделать НЗ. В следующий раз принесем консервы, соль, свечку и так далее. Алексей, Сергей и Кот, вы огромные молодцы. Большая благодарность вам за ваш колоссальный труд. Восхищаюсь вами, обязательно найду ваш канал и пересмотрим видео. Вы лучшие. Охренеть. Ну, вот, блин, такие записи, конечно, радуют душу, радуют глаз. Но это круто. То есть, представляете, люди здесь живут, и этот дом видели в разрушенном виде постоянно, да, в разрушенном состоянии. И пришли сюда и увидели его восстановленным. Пусть тяп-ляп, да, но тем не менее здесь вот, ну вот я сейчас сижу, снег мне на голову не падает, теплее однозначно, чем на улице, градусов на 5-7, наверное. А печь затоплю, станет еще теплее. И вот они пришли и удивились этому. Ну, это круто. Дальше, 23 октября. Всем привет, 23... Ой, да, клевый поход. Вам удачи. Всем привет, клевый поход, вам удачи. Ну, ладно. Так, дальше. 24-25 октября. Вот как раз-таки Андрей Н., это который следит за каменным домом здесь, ну, в 10 километрах где-то. Приехал сюда на велосипеде от Севрюкаева целенаправленно переночевать. Давно хотел. Приехал уже в сумерках. И как же было грустно и печально увидеть отсутствие трубы, дымохода. Кто-то спер. Ну, на самом деле, никто не спер. Забрали мы его. Очень не хотелось ехать обратно ни с чем. И я сконструировал трубу из старых кирпичей. А щели заделал фольгой. Получилось. Печь немного дымит, но работает. Навел порядок, смонтировал щеколду на дверь. О, кстати, правда, щеколда есть. И уличный термометр. Купался. Ни хрена себе. То есть это 25 октября купался. Слушай, ну, Андрей, да, прикольно. Не ожидал. В 23:30 лег спать. На улице +8, у меня +31. Все кирпичи раскаленные, очень здорово. Утром было +19,5. Очень комфортно спалось. Но слишком много рыбаков плавает туда-сюда. Спасибо Алексею, Коту и Сережке за этот чудесный домик. Успехов в новых проектах. Так, и еще кто-то обижался. Мне Илюха сказал, что встретил какого-то подписчика, то ли в Ашане, то ли где, не помню, в каком-то магазине. И ему кто-то предъявил, что я не зачитал сообщение, которое он здесь оставлял. Не знаю, кто это был. Ну, допустим, давайте зачитаем еще. Там 27 июля. Крутое место. Дай бог здоровья и всего самого доброго человеку, сделавшему это чудо. Лука, Тольятти. 3 августа. Прикольное местечко. Зачет труду вашему. Андрей, Тольятти. И 26 августа. Владимир А. из Курумыча. Илья А. из Тольятти. Я еще не знаю, чье сообщение я мог не зачитать.
Но если вдруг, ну, я тут ничего не пропустил, короче говоря, не обижайтесь на меня, просто я не вижу целесообразности в том, чтобы каждый раз, приходя сюда, зачитывать сообщения из тетрадки. Ну, мне кажется, это слишком банально. Тривиальная такая практика будет, да, то есть пришел и там 20 минут читаешь, как сейчас вот. Вот, ну, что, давайте затопим печку и приступим. Немножко надо поработать. Ну и дрова нужны, дров-то нету. Это очень плохо. Оп.
Хочу, короче говоря, вот эти вот бревна торчащие отбить доской и впоследствии, естественно, ее обжечь. Это придаст дополнительную красоту, я надеюсь, и уже будет какой-то законченный вид. Ну и взял горелку, чтобы потом все это дело обжечь, для того, чтобы дерево дольше послужило. Ну все, отлично. 2 досок мне не хватило, чтобы там аж пшить, где дверь. Ну ничего, и так уже вид совершенно другой. В дальнейшем что-то надо будет вот здесь сделать, да. Я так думаю, в следующем году по весне надо будет уложить грунт, прям слой сантиметров 5, и засеять газон, например, да, газонную траву, семена, чтобы крыша была зеленой. И на этом как бы все. Сейчас обжигаю доски и пойду погреюсь около печки, посижу, попью чаек. Погода сегодня шикарная, -7. И смотрите, какое солнышко. И представляете, до сих пор, кстати, еще рыбаки ходят по реке. Вот это да, то есть прям 2 лодки, но прошли сегодня. Каждый занимается тем, что ему нравится. Я вот этим занимаюсь, они рыбачат. Ну, кому что в кайф, тот то и делает.
Ваше здоровье. Ой. Ой, как хорошо. Так. Вот такой вот сегодня ужин. Стейк
2 стейка говядины и овощи. Ну, а готовить, соответственно, в этой печи можно вот таким вот образом, как я сейчас и готовлю. Великолепно. Просто шикарно. Вкуснейший ужин. Ну а с дровами я решил не заморачиваться. У меня здесь, оказывается, еще под скамейкой есть дровишки. Ну а перед уходом немножко напилю и оставлю. Там буквально 3-4 полежка, чтобы затопить печь. Ну а тот, кто придет, уже потом согреется, когда будет пилить дрова. Ну, потому что вот я сегодня пришел, тоже дров, соответственно, не было. Надо в следующий раз прийти с пилой, с аккумуляторной, либо с бензо, и уже заготовить дров как можно больше. Фух. Я буду есть, не буду отвлекаться на болтовню с вами. Ну и вам желаю приятного аппетита. И если вы еще не едите, то бегом к холодильнику и что-нибудь себе вкусненькое накладывайте. Ну что, друзья, пока дошел до машины, пока ее завел, пока прогрел, пока вот чаек себе налил, собственно, уже и ночь наступила. Зима известна тем, что ночи, точнее дни очень короткие, да, и очень рано темнеет. Да, удалось сегодня мало сделать, и, как вы уже поняли, такой у меня пока что обрезанный, урезанный режим, да, съемок. Ну, пока не позволяет мне, так сказать, здоровье, да, проводить время в полном объеме в лесу и находиться там 24 часа, 48 часов, ну, двое суток, да. Нужно поберечься. Поэтому поработал, что-то сделал, что-то не успел сделать. Но самое главное, я проведал, да, каменный дом. Мы с вами увидели, что там все в порядке. Слава богу. Ну и с печкой надо будет вопрос все-таки добить. То есть она работает, все нормально, но дымит немножко, да. Я сегодня так ничего не сделал. Оставил там раствор вот этот вот, шамотную глину. Если вдруг кто-то придет, к примеру, в каменный дом, то, ну, я не знаю, могут попробовать выложить дымоход этот. Ну, а если нет, то там через недельку, я думаю, мы с Серегой заедем. Буквально там часа на 3, да все доделаем. Очень надеюсь, что следующее видео уже будет полноценное, с ночевкой наконец-таки, да. И я так думаю, наверное, в дом под землей надо сгонять. Те, кто подписан на телеграм-канал, видели
как я туда ходил. Ну, я туда заезжал на 1,5 часа, закинул бензин, масло для бензопилы заранее, да, пока снегопадов еще сильных не было, и пока была возможность на моей Ниве проехать как можно дальше, я доехал чуть ли там не до дома, там 800-700 метров где-то пешком все идти надо было. Ну, а сейчас снег уже выпал, все, как бы, я думаю, через неделю он уже конкретно ляжет, еще и метели обещают, и уже только на лыжах придется ходить от ближайшей деревни, то есть там 5-6 километров. Самая главная задача выполнена была, считаю. Кстати говоря, по поводу усадьбы, тоже Попадалово. В этом году точно роликов из усадьбы не будет. Будет уже в середине февраля, наверное. Все уперлось, знаете, во что? В окна. Чтобы заказать окна панорамные, которые я хочу, да, там такие высокие они, в ламинированном, ламинированном профиле, да, деревянном, срок изготовления ставит 1,5 месяца, то есть в цвет дерева. Если просто белый пластиковый сделать, как вот обычные окна в квартирах, да, то, пожалуйста, 1,5 недели, то есть до Нового года я успеваю. Но, блин, я же для себя делаю. То есть если уж делать, то делать так, как хочется. И, соответственно, я готов подождать эти ламинированные окна, закажу, в середине февраля они придут. Ну, значит, в середине февраля будем с вами продолжать строить усадьбу. Единственное, можно сейчас там кое-какие работы поделать. Ну, а так, получается, дай бог, все нормально будет, если... Потому что загадывать в этом году я уже боюсь, да и в следующем тоже. Дай бог, если все нормально будет, со здоровьем, там, с семьей, дома, с женой, с детьми, с мамой, то хотелось бы, конечно, не то чтобы хотелось, а буду ходить в походы в различные строения. Вот есть места, там порядка 3 минимум мест есть, которые я хотел бы посетить. Ну, я думаю, если все будет нормально, то вы, конечно же, все это увидите. Вот как-то так немножко рассказал, да, о каких-то планирующихся планах, назовем это так. Ну, а там, дай бог, все получится. Вот. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. Ну, кто-то захочет, если ставьте дизлайки. Пишите комментарии обязательно. Пообщаемся. Подписывайтесь на телеграм-канал обязательно, потому что там вы будете узнавать все новости сразу, мгновенно, грубо говоря. То есть в ютубе все с опозданием, с большим происходит и проходит. Ну и плюс ко всему неизвестно, да, там что дальше будет с этим ютубом. Чтобы не потеряться, чтобы мы могли как-то с вами общаться, то обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Вот. Здоровья вам! И с наступающим заранее поздравляю. Ну, как-то так. Пока-пока.